Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать оригинальное кашпо в виде оленя из натуральных веточек. Идею подобной работы я увидела на просторах интернета. Для работы нам понадобятся следующие материалы: натуральные веточки, термопистолет, полимерный клей, мешковина или другая подходящая ткань, ножницы, проволока, полиэтилен, бумажный скотч, подходящая удлиненная емкость для основы, кисточка и акриловый лак. Приступаем к работе. Ветки для работы необходимо собирать уже сухие. Лучше всего на поиски таких веток отправиться после сильного ветра. Перед работой ветки необходимо замочить в воде на пару часов, а затем просушить их в духовке или в микроволновке. Таким образом вы легко сможете снять кору. Веточки прожарились у меня в духовке, теперь убираю с них кору. Для приклеивания мешковины на донышко я применила полимерный клей. Для оклеивания верхней и боковой частей можно использовать как полимерный клей, так и термопистолет. Боковые части, кроме центральной, я оклеила кусочками мешковины. Здесь будет располагаться шея и голова оленя.
Далее будем использовать бумажный скотч.
Если у вас повыступал термоклей, то это можно исправить, просто подкрасив его коричневой краской. Далее покрываем работу акриловым лаком. Лучше использовать матовый или полуглянцевый лак. Рога оленю можно сделать крупные, ветвистые. Но так как у меня не было других веточек, я сделала небольшие рожки. Думаю, что такие рожки тоже интересно смотрятся. Если вы хотите кашпо наполнять землей и садить настоящее растение, то мешковину лучше внизу не использовать. В донышке необходимо будет сделать несколько отверстий для слива воды и окрасить его коричневой акриловой краской. Данный вариант кашпо сделан для искусственных растений. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Мне очень приятно, что мои видео вам нравятся. Спасибо за лайки, за поддержку, за комментарии, за теплые слова и пожелания. Гости канала, если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. А я в свою очередь буду и дальше стараться радовать вас новыми интересными мастер-классами. Всем вам желаю неиссякаемого творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!